Привет! И я рада приветствовать тебя на марафоне управления энергией. Давай знакомиться. Меня зовут Виктория Сидорович. Я лайф-коуч, арт-терапевт и консультант в методе когнитивно-поведенческой терапии. Что это за странные слова, я расскажу тебе немножко попозже. Последние 4 года я помогаю людям жить более яркую, наполненную, насыщенную жизнь, но так было не совсем всегда. Я параллельно раньше работала в сфере HR, занималась организацией мероприятий, развитием бизнесов и еще многими всякими штуками. И почему меня так заинтересовала вообще тема энергии? Это случилось, когда я эмоционально выгорела в первый раз, а потом еще раз и еще раз. И, наверное, тогда я начала постепенно искать какие-то пути, как справляться с эмоциональным выгоранием, почему иногда бывает так, что ничего не хочется, и что с этим делать. Первая тема, с которой мы сегодня начнем, это тема целей, как ни странно, а не энергии. И мы будем с вами говорить об истинных и навязанных целях. Почему мы начинаем вообще с целей? Потому что, помните, как говорила Алиса из «Страны чудес», если ты не знаешь, куда ты хочешь прийти, то ты никогда не узнаешь, что ты там оказался. Да? Это приблизительно про это, что цели играют очень важную роль в нашей жизни, и на самом деле они могут быть как источником нашей энергии, так и тем, что ее забирает. И крайне важно понимать эти отличия, да, уметь отличать свои цели от навязанных целей и выбирать максимально свои. Итак, поговорим о критериях истинных целей и навязанных целей. Да? Что отличает истинные цели? На самом деле цель, когда она наша, когда она истинная, она становится очень мощным ресурсом и драйвером нашей жизни. Поэтому она в первую очередь наполняет нас энергией и дает нам силы. Она нас очень сильно вдохновляет. И это первый критерий. Второй критерий – это цель положительная. То есть мы не в отрицательном формулировке, да, думаем, а о том, как она положительно повлияет на нашу жизнь и на жизнь наших близких тоже. Третье – это экологичность. Когда цель экологична, она, скорее всего, ваша, потому что если, предположим, вы решили заниматься спортом, и вы хотите начать бегать и решили пробежать марафон. Марафон 40 километров и стартует через 2 недели. А вы как бы никогда не бегали до этого. Ну, вероятно, это не совсем экологичная цель, потому что она скорее ухудшит ваше здоровье, чем улучшит. Поэтому третий критерий – это экологичность. И последний критерий – это соответствие вашим ценностям. В этом марафоне мы не будем глубоко разбирать ваши ценности, я просто призываю вас подумать о том, что для вас важно в жизни, что ценно, но будет продукт, в котором мы глубже будем копать и в тему ценностей тоже. И поэтому, если все эти критерии есть в вашей цели, да, значит, есть большая вероятность, что она истинная. И перейдем к навязанным. Навязанные цели – это вообще бич нашего времени. Это такая вещь, которую, так как мы поглощаем очень много информации, и у нас везде тренды, успешный успех, какими мы должны быть, конечно же, очень легко поддаться этим импульсам и подумать, что какие-то цели, классные тачки, карьеры и так далее, что они наши, но на самом деле это не всегда так. Поэтому как отличить навязанную цель? Прежде всего, это не ваша цель. Это значит, что, возможно, это цель ваших родителей или работодателей, да, они хотели, чтобы вы кем-то были или каким-то были, да, но на самом деле вы этого не хотите, вы просто это делаете, ну, чтобы как бы удовлетворить их и забыть, да. И, соответственно, второй критерий, такая цель забирает вашу энергию. То есть вы уже ждете просто, когда вы ее сделаете и забудете, и вы не получаете вообще никакого удовольствия от достижения, да? Вы просто такие, фух, ну, наконец-то я ее сделал, диплом получил, и маме отдал, и типа, слава богу. Но это не то, что вас драйвит, да, поэтому важно об этом помнить. Также это цели навязанные, они могут быть деструктивными, да, по типу я докажу кому-то или сделаю назло, чтобы он там знал, да. Вот когда цель ставится из таких побуждений, из каких-то негативных эмоций, тогда она тоже, скорее всего, не ваша,
Просто важно здесь понять какие-то свои более глубинные потребности, да, и вот то, что я говорила про ценности, да, когда мы знаем ценности, то мы обычно не ведемся вот на такие уловки своего разума. Вот, поэтому, если вы наблюдаете в своей жизни вот эти вот критерии, ну и не экологичность, да, это как вот противоположность, то, скорее всего, эта цель навязанная. Если она у вас забирает очень много энергии, сил, и вы истощаетесь и пытаетесь чего-то кому-то доказать, да, то, скорее всего, эта цель не ваша.